Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такой простой, но очень интересный узор крючком. Для работы я использую нитки Maxi и крючок номер 1,25. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из воздушных петель. Для вязания нашего узора количество воздушных петель должно быть кратно 5 плюс 2 воздушные петли. То есть набираем такое количество петель, которое бы делилось на 5 плюс 2 петли. Провязали цепочку из воздушных петель. Я для образца набрала 32 петли. И теперь вяжу установочный ряд. Этот ряд мы в расчет брать не будем. Вот вторая воздушная петля, вот одну от крючка отсчитываем вторую воздушную петлю, первая, вторая. И во вторую воздушную петлю вяжем столбик без накида. Далее провязываем 3 воздушные петли. И в первую воздушную петлю мы провязываем пышный столбик. Делаем накид на крючок, вводим крючок в первую воздушную петельку, протягиваем нить вот таким образом на высоту этих 3 воздушных петель. Снова делаем накид на крючок, сюда же, в ту же воздушную петлю, протягиваем рабочую нить. И вот сейчас у нас на крючке с вами пышный столбик получается. Здесь у нас 1, 2, 3, 5 петелек. Провязываем их вместе за один прием. Далее вяжем 3 воздушные петли. По цепочке пропускаем 4 воздушные петли. Вот смотрим, первая, вторая, третья, четвертая. И в пятую воздушную петлю вяжем столбик без накида. Вот что получилось. Снова вяжем 3 воздушные петли. И снова в первую воздушную петлю вяжем пышный столбик. Накид на крючок, вводим крючок в первую петельку, протягиваем нить, накид, вводим крючок в первую воздушную петлю, протягиваем нить. Провязываем все петельки вместе и вяжем 3 воздушные петли. По цепочке пропускаем снова 4 воздушные петли. Вот первая, вторая, третья, четвертая. И в пятую воздушную петлю вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Довязываем ряд до конца. В конце ряда провязали пышный столбик, 3 воздушные петли и столбик без накида вот сюда, вот в самую первую набранную воздушную петлю. Провязан наш установочный ряд. Теперь вяжем первый ряд. Вяжем 5 воздушных петель подъема. 3, 4, 5. Поворачиваем работу. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот сюда, под первую арочку, которая состоит из пышного столбика и 3 воздушных петель, мы вяжем столбик без накида. Далее вяжем 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю провязываем пышный столбик. Первый навив сделали, накид на крючок, второй. Провязываем все петли вместе, вяжем 3 воздушные петли. И под следующую арку, состоящую из пышного столбика и 3 воздушных петель, вяжем столбик без накида. Повторяем 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю провязываем пышный столбик. Провязываем все петельки вместе. 3 воздушные петли. И под следующую арку из пышного столбика и воздушных петель вяжем столбик без накида. Вот что получается. Таким образом вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. Под последнюю арочку из пышного столбика и воздушных петель вяжем столбик без накида. Далее провязываем 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю вяжем пышный столбик.
И заканчиваем ряд, провязав столбик с 3 накидами вот сюда, в первый столбик без накида предыдущего ряда. Делаем 3 накида на крючок, вводим крючок в этот столбик и провязываем его. Провязываем столбик с 3 накидами. Вот, мы закончили с вами вязать первый ряд. Вяжем второй ряд узора. 1 воздушная петля подъема, поворачиваем работу и вот сюда в вершину столбика с 3 накидами предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Далее вяжем 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Под следующую, не под вот эту первую, а под следующую арку из пышного столбика и воздушных петель вяжем столбик без накида. Снова вяжем 5 воздушных петель. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. Снова повторяем 5 воздушных петель. Под следующую арку вяжем столбик без накида. Таким образом вяжем до конца ряда. Заканчиваем вязание второго ряда. Вот мы провязали под последнюю арочку столбик без накида, 5 воздушных петель. И вот здесь в начале предыдущего ряда мы с вами вязали воздушные петли. Отсчитываем от начала третью петлю и в нее вяжем столбик без накида. Вяжем третий ряд узора. 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. Поворачиваем работу и под арку из 5 воздушных петель вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый столбик. 1 воздушная петля. Под следующую арочку из 5 воздушных петель вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый. 1 воздушная петля. Под следующую арку повторяем, вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем вязать третий ряд. Под последнюю арку провязали 4 столбика с одним накидом и заканчиваем ряд, провязав столбик с одним накидом в вершину первого столбика без накида предыдущего ряда. 1 воздушная петля подъема и приступаем к вязанию 4-го ряда узора. Вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда мы вяжем столбик без накида. Далее вяжем 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю формируем пышный столбик. Провязываем все петельки вместе, вяжем 3 воздушные петли. И вот здесь под арочку из 1 воздушной петли провязываем столбик без накида. Снова вяжем 3 воздушные петли. Формируем в первую воздушную петлю пышный столбик. Провязываем все петли. 3 воздушные петли. Под арку из 1 воздушной петли следующую вяжем столбик без накида. Снова повторяем 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю формируем пышный столбик. Три воздушные петли. Под следующую арку из 1 воздушной петли вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда.
Заканчиваем ряд, провязали пышный столбик, 3 воздушные петли и в конце ряда вяжем столбик без накида в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Мы провязали 4-й ряд узора. Раппорт нашего узора в высоту составляет 4 ряда. Помните, что установочный ряд мы в расчет не берем. Далее повторяем вязание узора с 1 по 4 ряд. В результате у нас получится вот такой простой, интересный узор. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.